Всем привет, с вами Евгеньевич, и это последний выпуск новостей из мира страйкбола в этом году. И так сложилось, что он еще оказался 10-м юбилейным. И так как Новый год, предлагаю в этом выпуске повспоминать, что же было интересного в этом году в мире страйкбола. Чего-то не хватает, да? О, так лучше. Начинаем. Начать хочу с чего-нибудь позитивного, например, с мемасов. Лично мне в этом году запомнился больше всего мем про вертолет. Организаторы из Нижегородской области сделали к игре «Операция Готический змей» вертолет. Фотограф Владимир Курин сделал фото этого шедевра, выложил в сеть и понеслось. Народ начал делать мемы с этим вертолетом, рождая еще больше лулзов вокруг этой темы. Когда все утихло, клуб Дельта решил продолжить мем и сделал копию этого вертолета в Екатеринбурге на своем открытом полигоне. Не знаю, как вы, а я уже хочу футболку с этим вертолетом. А какие мемы больше всего запомнились вам, можете написать в комментариях. В этом году мы первый раз побывали на, наверное, самой большой в мире выставке, посвященной оружию, снаряжению, милитари и аирсофту, которая называется IWA 2018 и каждый год проходит в городе Нюрнберг в Баварии. Надо сказать, что эта поездка сильно расширила наш кругозор. Мы завели кучу полезных знакомств и узнали много нового о индустрии аирсофта в целом. Все это, как вы, наверное, успели заметить, позволило нам с другой стороны посмотреть на информацию, которой в России зачастую не хватает, и мы еще больше сил и времени стали уделять освещению новостей от производителей со всего мира. И, конечно, было очень круто лично получить информацию о мировых новинках и первым рассказать о них на русском языке. В результате всего этого к осени я наконец решился взяться за регулярные еженедельные новости из мира страйкбола в видеоформате, которые вы сейчас смотрите. В целом для российского страйкбола этот год можно назвать скованным. В первую очередь из-за чемпионата мира, который проходил этим летом в нашей стране. Если кто не знает, в связи с чемпионатом многие магазины на несколько месяцев лишились каналов поставки товара из-за рубежа. Да и с доставкой страйкбольного оружия по России были большие проблемы. Далеко не все транспортные компании брались за перевозку. Но несмотря на это, в целом магазины справились. И можно сказать, что российские страйкболисты так или иначе получили почти все громкие новинки этого года. Пройдемся по новинкам, которые в этом году на нашем рынке запомнились больше всего. Ну, по крайней мере, мне. В этом году LCT наконец выпустили страйкбольную АЕК-версию ПКП «Печенек». Это до сих пор единственная полностью стальная серийная версия пулемета, которая имеет правильные размеры и в снаряженном виде соответствует по весу снаряженному боевому ПКП со 100-патронным коробом. Raptor Airsoft тоже выпустили свою версию ПКП «Печенек». Не полностью стальную, зато более легкую. И самое главное и интересное, они первыми сделали серийную версию ПКП в компоновке Bullpup и в обвесе от Зенита. Если забыть про РПК-74, то ПКП Bullpup это, наверное, первый реально играбельный страйкбольный пулемет на сторону РФ. Помимо кучи вариаций Амеб, Ares в этом году выпустили долгожданную страйкбольную версию полуавтоматической винтовки М110 SAS в правильном песочном цвете и в черной расцветке. Насколько я знаю, в Россию за год успела приехать только одна партия. Привезли ее Airsoft Rus. И весьма ожидаемо, что эту партию очень быстро раскупили. Песочная версия даже не успела доехать до моей студии для обзора. Весьма неожиданной и, на удивление, приятной новинкой этого года стал AS-вал от King Arms. Чтобы понять всю прелесть этого продукта, его необходимо взять в руки. В отличие от версии от LCT, он очень легкий и маневренный, и его не перевешивает вперед. Традиционно для King Arms у него все хорошо с соосностью. Я делал на него обзор, и он мне реально очень понравился. Российский производитель пиротехники Tagin в этом году, надо сказать, постарался с новинками. Лично для меня самой полезной новинкой от Tagin оказалась ВВД-версия гранатомета ML36. Это самый точный и дальнобойный страйкбольный гранатомет, существующий на рынке. Про него в этом году я рассказывал достаточно много и снял не одно видео.
Второй интересной и долгожданной новинкой была страйкбольная граната с активной чекой ТАГ-19, которая внешне копирует российскую наступательную гранату РГД-5. Теперь у стороны РФ есть полноценный ответ ТАГ-67, при этом более эффективный, так как у ТАГ-19 фрагментация корпуса и разлет еще лучше. А еще в этом году Тагин показали полностью рабочую версию ВВД карабина с отдачей Project Zero. Полноценная демонстрация карабина проходила на выставке StrikeCon 2018. К сожалению, с того времени никакой новой официальной информации о проекте не публиковалось. Всплывали только какие-то слухи о том, что Тагин решает вопрос серийного производства данного продукта за адекватную цену. А еще в этом году Тагин полностью обновили линейку пусковых гильз и заправочную станцию. Теперь, по словам самих Тагин, эти гильзы почти не нуждаются в обслуживании. StrikeArt в этом году тоже выпустили немало новинок и достаточно сильно поменяли представление масс о выстрелах для ручных и подствольных гранатометов, сделав их более простыми и доступными. Теперь, чтобы пользоваться их ВОК Тюльпан, не нужно переделывать никакие гранатометы, достаточно купить простой и недорогой адаптер. Надо сказать, что народ очень тепло принял новый продукт, а еще новые выстрелы до небес подняли популярность мушкетонов от ЦИМа. Скупали их в этом году как не в себя. Также хорошо прижились новые наствольные гранатометы «Калибр». Тут вообще не нужно никаких пусковых устройств, достаточно просто насадить тубус на ствол и сделать выстрел из привода. Еще в этом году StrikeArt начали продажи МЭС «Растяжка», но они по каким-то причинам не получили широкого распространения, хотя продукт очень интересный. В этом году компания Workview выпустила недешевый, но очень удобный шлем для страйкбола. Лично я его успел посмотреть только на выставке IWA в Германии. К сожалению, в России судьба этого шлема оказалась весьма печальной. Народ увидел ролик от Андрея Поэта, где он этот шлем уничтожил из скорострельного привода в упор. Несмотря на то, что штатные нагрузки шлем держит, спрос упал, и как результат теперь этот шлем в Россию больше не возят. Мастерская M-Customs в этом году сделала очень полезный в свете растущей популярности приводов RS Amoeba продукт. А именно фрезерованные стенки для RS-овского EFCS гирбокса. Благодаря M-Customs Amoeba теперь стало можно полноценно тюнить до 150 и выше. А еще теперь стенки не боятся мороза. Мы протестировали их на температуре минус 18. Полет нормальный. G&G сделали темную альтернативу во многом читерскому в страйкболе РПК-74. CM-16 это легкий пулемет с коробом, у которого нижний ресивер от М4, а габариты не сильно больше стандартной М-ки. Теперь темной стороне есть что противопоставить. Самое интересное, что все крупные организаторы игр из России признали, что на их играх данный пулемет является пулеметом. На радость светлой стороне в этом году появились тонкие рукоятки с тонким мотором для приводов АК-серии. Причем сразу от двух производителей. Во-первых, это рукоятки, которые появились в результате коллаборации Airsoft Rus и Ares. Во-вторых, это тонкие рукоятки от LCT. Tokyo Marui в этом году выпустили немало новинок, но, к сожалению, в силу специфики, далеко не всем из них суждено приобрести популярность на российском рынке. Лично я считаю, самой громкой новинкой этого года от Tokyo Marui это Glock 19. Они уже даже успели доехать до России и быстро кончатся. Например, в Airsoft Rus их раскупили за пару дней. Благо, один из них успел выкупить мой сокомандник, так что я хотя бы успею посмотреть на этот Glock. А еще под конец года было много интересных инсайдов и анонсов выхода страйкбольных версий советского и российского оружия. LCT, судя по всему, работают над АЕК-версией АК-12. НПО АЕК работают над ВВД-версией СР-2М, а также ВВД-версией ВССК «Выхлоп». Компания 9/39 запустила продажи ВВД-версии ОЦ-14 «Гроза». В каталоге ЦИМа появилась АЕК-версия СВУ АЭС. Да, теперь СВУ АЭС станет дешевле и доступнее. Bear работает над ГББ-версией пистолета Грач. Мастерская Шталь Airsoft работают над ВВД и АЕК версиями PP2000 Тактика. Viva Arms сделали прототип Type 56. Это китайская версия советской винтовки СКС. И самый горячий инсайт я приберег напоследок. Говорят, уже в следующем году в синий магазин привезут спринговую страйкбольную версию винтовки СВ-98.
Чтобы не быть голословным, я добыл несколько фото первого рабочего прототипа. Не обращайте внимания на цвет пластика, это только прототип. Больше фото этой винтовки можно посмотреть по ссылке в нашей группе ВКонтакте. Вот такие новинки и события лично мне запомнились в этом году. Если у вас есть что добавить, не стесняйтесь написать об этом в комментариях. А я хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и в первую очередь пожелать взаимопонимания. Наше хобби развивается, и в него с каждым годом приходит все больше и больше людей. И хотим мы этого или нет, но разным людям нравятся разные направления. Кому-то нравятся милсим проекты, кому-то нравится спортивное направление, кто-то посещает большие открытые игры, кому-то нравятся ролевые проекты, а кому-то вообще достаточно обычных воскресных пострелушек. И в 2018 и тем более в 2019 уже нельзя сказать, что что-то из этого однозначно хуже, а что-то лучше. И очень хочется, чтобы люди вместо того, чтобы критиковать, создавали. Если в вашем регионе по каким-то причинам интересующее вас направление не развивается, им увлечено мало людей, не сидите на месте, найдите единомышленников и сами создайте свой проект. Я серьезно. С вами был Евгеньевич. Еще раз с наступающим Новым годом. Увидимся уже в Новом году.